Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что?». Свяжем, и я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много для вашего удобства. Они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов и располагаются на главной странице канала. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности, моя большая-большая группа поддержки. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Напоминаю, вы берете пряжу любую, не только такую, которую показываю я. Самое главное, правильно подобрать крючок. Все узорчики универсальные, поэтому вяжите из любой пряжи. Один и тот же узорчик из разных ниточек смотрится по-разному. Итак, а я расскажу сегодня о ниточках, с которыми буду работать. Новички, кто еще не работал, смотрите. Называются они Alize Angora Gold. Идем дальше. В моточке находится 100, в 100 граммах, да, моточек 550 метров. По составу, так, ищем состав. Смотрите, это 80% акрил, 20% шерсть. И нам советуют производители брать крючок, видите, от двоечки до четверочки. Ну, в зависимости от узорчика, от плотности вязания. Я вам скажу цвет, но сразу скажу, цвет на камеру передается немножко, наверное, как бы на оттенок потемнее даже. Потому что он нежно-нежно такой легкий зелененький цвет. Ну, в любом случае, посмотрите. Номер 842. Я данную пряжу уже вязала, и вязала я крючком номер 3. Поэтому я сегодня беру крючок номер 3. Вы точно так же берете свою пряжу, читаете аннотацию, что вам советуют непосредственно производители по поводу крючка. Ну, а также вы знаете уже свою плотность вязания, да. Если вы хотите, чтобы узорчик был более таким воздушным, рыхлым, то берете крючок потолще. А если хотите, чтобы было вязание более плотное, то крючок потоньше. Вот и вся премудрость. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 14 петелек. Схемку к данному узорчику я прикладываю. Схемка ходит в общем доступе в интернете, поэтому вяжите на здоровье. И смотрите, по схемке раппорт узорчика 14 петелек. Давайте наберем 2 раппорта, да, это получается 28 петелек, и одну воздушную петельку, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Ну, получается 29 воздушных петелек я буду набирать. Вы, в свою очередь, можете набирать больше, можете набирать меньше, как вам будет удобно. Итак, для начала все как всегда. Мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. А теперь я набираю 29 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29. Вот, будущий образец. Далее приступаем уже непосредственно к узорчику. Вот это не вспомогательный ряд, как во многих узорчиках я делаю, да, а уже сам узорчик. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка пятую петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В пятую петельку ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Это у нас будет столбик с накидом. Накид. Следующую петельку цепочки по порядку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки, столбик с накидом. И наша с вами задача провязать столбиками с накидом полностью всю цепочку. То есть вы со своей скоростью аккуратно, тихонечко провязываете. Первый ряд всегда провязывается чуть медленнее, чем все остальные, поэтому сильно не тушуйтесь. Опытные мастерицы могут написать в комментариях, права я или нет. Вот. Итак, мы провязываем полностью весь ряд столбиками с накидом и контролируйте сами себя. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Я, например, набрала 29 воздушных петелек, значит, у меня получается 29 столбиков с накидом, да, элементарная математика. И смотрите, какая особенность. Вот эти вот 3 петельки подъема, которые мы делали в самом начале, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик с накидом. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 уже столбиков я провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встретимся. Договорились?
Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите. Вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Далее, смотрите, внимательно наблюдайте по схемке. Так, смотрите, 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Поворот. Делаем, смотрите, 3 накида. Раз, два, три. Возвращаемся сюда же, к этому же столбику, к верхушке столбика. И провязываем столбик с 3 накидами. Смотрите, по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. Угу. Вот такой вот высокий столбик получается. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И раз, два, три накида. Ныряем сюда же, верхушку этого же столбика. Вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, стоп. Раз, два, три накида. Сюда же опять вернулись. И точно так же провязываем по 2 петельки, но не до конца. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, стоп. Раз, два, три накида. И третий раз сюда же возвращаемся, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, стоп. На крючке 4 петельки. 3 петельки от столбиков, да, и 4 петелька от воздушных петелек. А вот теперь провязываем все вместе. И у нас получается, что у нас такой вот как бы пышный столбик, такой листик получился. 3 столбика с 3 накидами с общей верхушкой. Угу. Не сложно? Идем дальше. Теперь делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Отсчитываем 6 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6. И аж в 7 столбик нырнули. И провязываем здесь столбик без накида. Оп. Вот такая картина получается. Опять сделали 2 воздушные петельки. Раз, два, 3 накида. Опять пропускаем 6 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6. И аж в 7 столбик нырнули. И смотрите, провязываем точно такой же лепесточек получается. 3 столбика с 3 накидами с общей верхушкой. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, стоп. Раз, два, три. Сюда же опять ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, стоп. Раз, два, три. Опять сюда же нырнули, вытянули ниточку и провязываем. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, стоп. Вот у нас на крючке 4 петельки. Их провязываем вместе. Раз. И провязали за один раз. Общая верхушка. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И делаем точно такой же лепесточек, листик, да, здесь. Раз, два, три. Опять в этот же столбик сюда же ныряем. И провязываем точно так же. 3 столбика с 3 накидами с общей верхушкой. Раз. Первый столбик. 3 накида. Сюда же опять возвращаемся. Точно такой же провязываем второй столбик. Раз, два, три. Опять сюда же вернулись. И точно так же провязываем третий столбик. Теперь все столбики вместе. Еще у нас листик получился, видите? 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И сюда же делаем третий такой лепесточек. Раз, два, три. Накида. Опять же в этот же столбик. Все, получается, листики у нас будут в один столбик провязаны. Стоп. Раз, два, три. Сюда же вернулись. 2, 2, 2 петельки. Стоп. Раз, два, три. И опять третий раз сюда же вернулись. И провязываем точно так же по 2 петельки. И когда у нас 4 петельки на крючке, мы провязываем их вместе. Оп. Вот получается наш трилистник. Видите? Какой симпатичный. А в самом начале, получается, рядом мы сделали как бы, ну, один листочек и половинку листика, да? Идем дальше. 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять пропускаем 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. И в 7 нырнули.
провязали столбик без накида. Видите, какая картина получается? И должны будем закончить ряд точно таким же, получается, половинкой нашего веерочка, состоящего из таких вот листиков. Давайте возьмем вместе. Для начала 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь опять делаем 3 накида. 1, 2, 3. Пропускаем опять наши 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот там, где у нас были 3 петельки подъема, помните, мы делали, в 3-ю петельку мы будем провязывать наши лепесточки. Итак, по 2 петельки. 2, 2, 2. Стоп. 1, 2, 3. Опять вернулись сюда же, в этот же столбик. Опять провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Стоп. И третий раз. 1, 2, 3. Опять сюда же вернулись и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. И провязали все 4 петельки вместе. Оп. Вот наш получается листик из 3 столбиков с 3 накидами с общей верхушкой. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И здесь получается будет половинка листочка. 1, 2, 3 накида. Нырнули опять сюда же. И провязываем всего лишь только сюда 2 столбика с 3 накидами с общей верхушкой. 1 столбик. 1, 2, 3 накида. И опять вернулись сюда же. И провязываем еще один столбик с 3 накидами. Стоп. И теперь все вместе. Оп. И обязательно зафиксировали. Вот такая получается картина. Половинка веерочка, веерочек, половинка веерочка. Идем дальше. Итак, смотрите, красота наша растет. Далее делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Накид. И сюда же в верхушку этого полулепесточка нашего, да, в верхушечку берем, провязываем столбик с накидом. Далее, смотрите, идет арочка из 3 воздушных петелек. Мы в эту арочку провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Далее верхушку лепесточка провязываем 1 столбик с накидом. Потом у нас идет, смотрите, арочка, состоящая из 2 воздушных петелек, да, столбик без накида и следующая опять арочка из 2 воздушных петелек. Так вот сюда провязываем по 1 столбику с накидом. 1 столбик с накидом в арочку, потом в сам столбик тоже столбик с накидом и в следующую арочку 1 столбик с накидом. Схемка перед вами, вы видите, да? То есть весь ряд у нас будет состоять из столбиков с накидом. Дальше, смотрите, идем. Провязываем наши лепесточки. Верхушку нашего лепесточка мы провязываем столбиком с накидом. Там, где была арочка из 3 воздушных петелек, мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. А теперь смотрите, верхушку центрального листика нашего мы провязываем 3 столбика с накидом. То есть беремся за верхушечку и сюда провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Вот видите? Получается, в самом начале ряда мы провязали здесь всего лишь только 2 столбика, а вот эти полноценные, получается, 3 столбика. Все, и дальше как бы опускается волна, и провязываем все то же самое, что мы с вами провязывали. В арочку мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2 и сюда же 3. Далее верхушку следующего листика провязываем 1 столбик с накидом. Потом у нас идет арочка, столбик, арочка. Здесь по 1 столбику с накидом. 1, в столбик 2 и в арочку 3. Все. И дальше, смотрите, точно так же. В листик, в верхушку мы провязываем 1 столбик с накидом. В арочку между листиками, там, где 3 воздушные петельки, мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2
3. И заканчиваем мы ряд точно так же, как и начинали. То есть мы в верхушку вот наших вот этих двух столбиков, мы в верхушку провяжем всего лишь только 2 столбика с накидом. Не 3, да, а 2. Раз. И верхушку сюда же 2. Все. Вот такая картина у нас получается. Мы провязали с вами 2 ряда. Вначале у нас были веерочки вот такие вот интересные, высокие. А потом мы их закрыли столбиками с накидом. Не сложно? Не сложно. Идем дальше. Итак, смотрим на схемку и повторяем. Воздушная петелька, поворот. И сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь наша с вами задача провязать точно такие же, получается, веерочки, состоящие из листиков. И провязывать мы их будем, смотрите. Вот помните, у нас внизу, да, были 3 столбика. Арочка, столбик, арочка. Так вот, тот, который был в столбик, вот мы в этот столбик с накидом будем провязывать наши как раз и лепесточки. Поняли, да? Итак, раз, два, три накида сделали. Ныряем вот наш центральный столбик. Угу. И начинаем провязывать наши лепесточки по 2 петельки. Стоп. Раз, два, три. Опять провязываем по 2 петельки. Стоп. Раз, два, три. И сюда же по 2 петельки. Как только провязали 3 столбика с 3 накидами не полностью, на крючке 4 петельки, их провязываем вместе. Поняли, да? Давайте самостоятельно провяжите вот на лепесточке. То есть здесь делать 3 воздушные петельки, еще один такой лепесточек, 3 воздушные петельки, еще один такой лепесточек, и я вас встречу. Договорились? Все, давайте все провязывайте вот за этот центральный столбик. У вас получится. Давайте, схемка перед вами. Так, вот смотрите, провязали наш трилистник, да, вот наши 3 листочка. Дальше, что мы делаем? Точно так же, как мы уже делали, 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь смотрите внимательно. Помните, мы здесь за верхушку центрального, получается, нашего листика, там, где у нас были 3 столбика, да, провязывали. Так вот, центральный столбик, вот он, мы беремся за его верхушку и провязываем сюда столбик без накида. Как бы, вот мы присоединяем вот такой вот наш веерочек. Все, и дальше опять повторение. 2 воздушные петельки. Так, вот наш центральный столбик, к нему вы делаете вот такие же 3 лепесточка. Понятно? Все, давайте самостоятельно до конца ряда. То есть мы повторяем с вами вот ряд с лепесточками. Просто он смещен в шахматном порядке. Давайте встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. У нас здесь с вами получается 2 полноценных вот таких вот веерочка из 3 листиков. И заканчиваем ряд. Сделали 2 воздушные петельки. Итак, у нас здесь были, помните, 3 петельки подъема и столбик с накидом. Так вот, мы беремся за 3-ю петельку подъема аккуратненько и провязываем сюда столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее, смотрите, 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Вспоминайте, мы сейчас с вами должны будем сделать целый ряд столбиками с накидом, как мы делали. То есть помните, у нас когда была арочка из 2 воздушных петелек, мы в нее провязывали 1 столбик с накидом. Вот, провязываем 1 столбик с накидом. А далее точно так же. Верхушку лепесточка провязываем 1 столбик с накидом. В арочку между лепесточками провязываем вот сюда 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. И сюда же 3. Далее, центральный лепесточек, вспоминайте, мы в его верхушку провязываем 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. И сюда же 3. Следующая арочка идет из 3 воздушных петелек. Мы в нее тоже провязываем 3 столбика с накидом. Раз. 2. 3. В верхушку лепесточка провязываем 1 столбик с накидом. Есть. И помните, да, у нас дальше идет арочка из 2 воздушных петелек, столбик без накида и арочка из 2 воздушных петелек. И здесь мы провязываем по 1 столбику с накидом. Все, то есть мы с вами повторяем точь-в-точь ряд, который мы провязывали столбиками с накидом, без изменений. Единственное, что у нас предыдущий ряд сместился в шахматном порядке, да, то, естественно, этот ряд тоже будет повторять. Вот. Как вам?
Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда, и в конце ряда я вас встречаю. Схемка перед вами. Так, смотрите, красота наша растет. И как мы заканчиваем наш ряд? То есть получается, вот в столбик без накида предыдущего ряда, так, мы сюда провязываем столбик с накидом после нашей арочки. И все, наш ряд закончен. А далее, получается, мы будем с вами повторять вот половинку лепесточка и лепесточек. Это будет как бы пол веерочка. Поняли, да? 5 воздушных петелек подъема. Раз, два, три, четыре, 5. Поворот. Раз, два, три. Накида. Вернулись сюда же, верхушку этого столбика. И провязываем столбик с 3 накидами. Так, и потом получается вот эти 2 петельки вместе. Оп, пол листочка. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Раз, два, три накида. Опять сюда же возвращаемся и провязываем полноценный листик, состоящий из 3 столбиков с 3 накидами с общей верхушкой. Сюда же второй столбик с 3 накидами провязываем не до конца. И сюда же третий. Поняли, да? Вот, да, совсем несложный узорчик. Провязали все 4 петельки вместе. Опять сделали 2 воздушные. Раз, два. Переключаемся вот на верхушку, получается, там, где у нас центральный листик. И у него за верхушку провязывали 3 столбика. И вот этот центральный столбик мы провязываем столбик без накида. Все. Не сложно? Не сложно. Сам по себе узорчик это 2 ряда. В начале листики, потом столбики. Потом переместились в шахматном порядке листики, столбики. Получается раз, два, три, 4, да, провязали рядочка. И опять повторяйте. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Поняли? Схемка перед вами. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, чтобы посмотреть, что в итоге получится. Но уже видно, что шикарно, да? Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая по итогу получается красота. Все элементарно, все просто. По итогу получается очень даже красиво. Палантинчик, да. Возможно, это будет на пляж парео, почему бы и нет. То есть пробуйте ниточки не только, так скажем, как в моем случае зимние, да, пробуйте демисезонные шарфики, ну, может быть, какие-то интересные накидочки. И также летние ниточки, да. То есть это у вас могут быть и шарфики, и кофточки, и кардиганчики. Не забывайте узорчик поворачивать. Да? Он у вас может вот так смотреться. За счет вот этих вот волн, да, будет как бы удлинять силуэт. Можете разворачивать узорчик, у вас веерочки будут смотреть вниз. То есть именно как вы свяжете, так и будет правильно, так и будет красиво. Правильно? Ну, не забывайте, что узорчик можно вязать разными ниточками. Вы можете сделать, например, 2 рядочка одними ниточками, 2 другими и так далее, и так далее. Остаточки можете, да, применить. Не забывайте, что можно вязать также чехольчики, да, сумочки, авоськи, то есть полиэфирный, полипропиленовый шнур. Пробуйте. Один и тот же узорчик из разной пряжи смотрится совсем по-разному. Давайте замерим нашу сегодняшнюю красоту. Да, узорчик получается двусторонний. Любая сторона будет ваша, лицевая, какую вы захотите. Итак, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. Если будете вязать палантинчик, то по бокам сделайте дополнительные, ну, так скажем, как кромочные, да, столбики, чтобы была вот такая вот рамочка. Вот. В моем случае без кромочных столбиков это получается, ну вот, допустим, 13,5-14 сантиметров, да, потому что краешек неровный. А тут, смотрите, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. За счет того, что волны, да, мы будем измерять с вами за самую высокую точку, так скажем, это будет у нас вот 11 сантиметров, ну и пониже. Они, по идее, должны быть одинаковые, да, ну вот с небольшим разницей в 2 миллиметра. Потому что здесь, наоборот, опускается, здесь поднимается, здесь поднимается. Поняли, да? Узорчик не новый, он давно уже ходит в интернете, поэтому наверняка кто-то из вас что-то уже интересное вязал, либо видел какие-либо модельки. Так что пишите комментарии, если вязали, какими ниточками, что получилось. Ну, а если не вязали, подбрасывайте идейки, что можно связать. Угу. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. И обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много-много новинок. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.